праздничное, блюдо для праздников, блюдо для гостей. Вот такая вот, друзья, у меня получается красивая курица. Так, не потеряет она у нас форму. На одну хурму я добавлю 3, 4, 5. Грецкий орех мне нужен. Его нужно перемолоть. Резать ее очень удобно. И вот уже вот в таком состоянии я ее отправлю в духовку. Выбрать кости и как сделать из курочки апельсинку. Я вам настоятельно рекомендую посмотреть это видео, и вы из него зачерпнете себе очень много интересных вещей, которые я сейчас вам начну показывать. Приветствую вас, дамы и господа. С вами, как всегда, Виталий. И сегодня я для вас буду готовить курицу. Курица, которая просто шикарно выглядит, без костей и очень интересным гарниром, с очень интересным маринадом. Так что я вам настоятельно рекомендую посмотреть это видео, и вы из него зачерпнете себе очень много интересных вещей, которые я сейчас вам начну показывать. А начну я с курицы. С курицы сделаю так, чтобы в ней не осталось ни одних косточек. Я ее переворачиваю на спинку. Вот так вот. Обрезаю вот эти вот концы, вот эти части. Даже срежу. Не попал на сустав. Вот так вот. Вот так. И начну разделывать. Надо убрать вот эти вот всякие висюльки, которые повисли. И начинаю два делать надреза. Вот так. Один. И понемножку, вот так вот, по чуть-чуть прорезаю. Прорезаю, оставляя полностью шкуру, чтобы кожица осталась вся целая. Вот по ребрышкам, вот так вот понемножку, и начинаем все это разрезать. Здесь вот есть такое место с хрящиком, которое немножко нужно глубже прорезать. Вот видите, появилась косточка. Косточка именно ножки. Вот. Вот так вот под низ. Видите, вот все очень хорошо открывается. Вот так. Побольше мяска все снять, чтобы на ребрышках ничего не осталось. Так, здесь у нас тоже есть косточка. Я ее сразу вот так вот отделю от мяса. Здесь есть хрящик вот в этом месте. Вот так. Уже пошла грудинка. И вот так вот понемножку, обходя все косточки, мы все это выбираем. Главное не спешить. И нож должен быть у вас хорошо заточен. Вот видите, я одну сторону уже открыл. Сейчас возьму также вот вторую сторону. Вот так. И пошел понемножку с другой стороны. Можно мне ее так вот развернуть. Будет немножко удобнее работать с ней. Уже хребет. Вот так. И вот у вас что получилось? Суповой набор, правильно. В сторону на бульончик. И займемся дальше. Каждое крылышко так же само надо вот так вот поднять косточку.
Хрящиков мы тоже не хотим, чтобы у нас были хрящики. Вот так вот надрезаем. Берем за косточку. Скользя ножиком вот так вот по косточке, мы снимаем полностью все мясо. Здесь делаем надрез. Косточку в сторону. Вот. Уже косточки у нас нету. Вот здесь вот немножко осталось хрящика, поэтому я его должен вырезать. Здесь осторожно, здесь очень такое тонкое место, поэтому, чтобы не задеть, не дай бог, шкурку. Вот так. Аналогично с другой стороной. Теперь будем доставать ножку. Нахожу вот именно сустав соединения и провожу по косточке. Вот. Сейчас второй раз немножечко с краю. И уже могу захватиться за кость. И вот сейчас я уже веду просто по косточке. Вот она здесь уже надломленная. Бедная курица с переломом. Хорошо, хоть закрытый. Не открытый перелом. Так, сустав. Прорезаю по суставу. Все открываю с одной и с другой стороны. Вот так. Хирург. Так, мне нужно почистить вот этот сустав, и чтобы не осталось хрящиков, поэтому все сделать нужно по чуть-чуть, не спеша. Вот так. Вот у меня оголилась кость. Сейчас я режу до нее и начинаю чистить мяско. Вот так. В конце вот так вот заверну и вырежу чистую, красивую косточку. Бульонный набор. Вот так вот это все мяско вот сюда. И аналогично со второй стороной. Вот у меня все вырезано. Никаких здесь косточек не осталось. Даже можно, если хотим, и какие-то жилки повырезать. Ведь у нас же все-таки все открыто. Все у нас на виду. На этом этапе с курицей мы остановимся. Что она хочет? Да, мясо унюхали животные. Короче, а на гарнир я не буду подавать банальную картошку, а будет кускус крупный, вот такой вот красивый. Вот, очень оригинально, очень интересно он смотрится. Будет он с хурмой, тоже запеченной. Вместо картошечки хурма просто идеально. Она, увидите, она не разваривается, она запекается. Вот. И курица, сладость, это просто шикарно. Вот. Но что нам нужно для гарнира? Это кускус, хурма, оливковое масло, грецкий орех и цинамон. Конечно, немножечко соли, само собой. Начнем именно с кускуса. Я его вот сюда вот пересыплю. Немножко сразу вот так вот посолю. И заливаю кипятком. Крутым кипятком. Вот так вот, не жалея. Засекаю время ровно 5 минут. Вилкой
Я его перемешиваю, чтобы не было кусков, потому что он очень любит слипаться. До полного приготовления кускуса в кипятке запаривается примерно 15-20 минут. Я же хочу запарить его на 5 минут, сделать из него гарнир, а остальное время он дойдет, часть его в курице, а часть его будет запекаться рядом. Вот, поэтому 5 минут для него достаточно. Пока его в сторону, грецкий орех мне нужен, его нужно перемолоть. Вот такой вот фракции, я думаю, вполне подойдет нам, вполне достаточно. 5-минутная готовность. Я его сливаю. Вот так. Он еще сырой внутри, но уже немножечко сверху, конечно, становится мягким. Вот сюда я добавляю цинамон. Вот так. Примерно. Что по объему? У меня здесь было 350 грамм сухого кускуса. На это количество я добавил пол чайной ложки цинамона. Примерно здесь у меня около 25-30 грамм вот так вот грецкого ореха. Вот, я его весь добавил. Обязательно нужно еще немножечко посолить. И добавить оливковое масло. Вот так. И сейчас можно все это хорошо перемешать. Займусь маринадом. Маринад у нас тоже будет очень интересный. Что мне нужно для маринада? Для маринада мне нужна хурма. Я ее нарежу. Такая вот она у меня хорошая, спелая. Выломаю вот эту вот ножку. Разрежу. На одну хурму я добавлю 3, 4, 5, 6. Вот так вот, можно сказать, 6 крупных частиц чеснока, долек частиц, дольки. Сюда пойдет гвоздика. Сюда нужно добавить розмарин. Это будет просто что-то. Так, у меня это маленькая, поэтому я ее уже сейчас перекручу вот на этом этапе. Вот такое вот пюре у нас получается. Добавляю сюда вот так вот зелень. И думаю, наверное, мне еще одну веточку нужно сюда добавить. Розмарина. Вот так. Вот такие вот 3 хорошие веточки я добавлю. Сюда же оливковое масло. Примерно 2 столовые ложки. Сюда лимонный сок. Сюда немножко черного перца. Сюда кориандр. Я добавляю молотый, тоже пол чайной ложечки. Сюда добавляю соль. И вот сейчас я все это хорошо перекручиваю. Маринад. Немножко маринада надо положить вовнутрь курицы, вот так. В ней все-таки преобладает чесночный вкус. Вовнутрь я положу немножко вот тут в серединку самую. Вот так вот кускуса. Плотненько. Вот такого количества мне вполне хватает.
хурму. Вот возьму одну вот такими вот как бы дольками, пару долек. Вот так вот. И вот так вот. Вот этого вполне хватит. И сейчас я ее начну заворачивать. Вот так. Вот так. Вот так, формируя из нее как бы шар. Вот так. Сейчас мне все это дело надо хорошо вот так вот перевернуть. Вот так. Подворачивая шкурку под низ. Вот так. Вот так вот. Такая вот красавица у нас получается. Беру нитку. У меня сейчас вот шпагата нету, но у меня есть вот такая вот толстая. Я ее вот так вот по самому-самому низу продеваю. Поворачиваю все это дело вот так немножко боком. Здесь делаю вот такую вот петельку. И все это дело вот так вот осторожненько затягиваю. В конце набрасываю еще один узелок. Вот так. И хвостик нитки отрезаю. Сейчас поворачиваю опять прямо. Беру еще одну нитку. И уже продеваю вот так вот. Спереди назад. Так вот, хорошо. Так, вкачиваю вовнутрь и затягиваю вот таким вот образом. И делаю узелок уже сейчас третью. Уже не третью, уже четвертая у нас. Угу, самое то. Перекинул. Завязал. Что-то у меня не получается на последнем шнурке. Вот так вот. Вот так. Вот так. Вот. И сейчас делаю просто простой узелок. Завязываю. И отрезаю. Вот так. Вот такая вот, друзья, у меня получается красивая курица. Во-первых, это без костей и в очень оригинальной форме. Сейчас, друзья, что я вам хочу сказать. Вовнутрь вы можете добавлять не обязательно именно кускус, не обязательно именно хурму. Можете положить все, что вам нравится. Грибы, любую там начинку, какая вам только нравится. Самое главное, я вам хочу показать именно вот это оформление. Красиво и очень интересно. Возьму курицу, положу сюда посерединке и очень хорошо вот так вот обмажу маринадом. Курица обязательно должна побыть в этом маринаде хотя бы 6, 7, 8, 12 часов. Так что с вечерка перед праздником вы ее вот так вот все делаете, обмазываете и оставляете на ночь. Вкус будет
Просто изумительный. И могу все это дело вот так вот завернуть в пленку. Вот так. Не потеряет она у нас форму. Вот. И вот эту красоту уже можно положить, если вдруг что-то протекает, немножечко уже в мисочку. Вот так вот. И убрать в прохладное место минимум на 6 часов. Промариновалась моя курица. Сейчас я возьму противень, в котором я буду это все жарить. На низ немножечко наливаю масло. Вот так. И вот уже вот в таком состоянии я ее отправлю в духовку. В духовку на 180 градусов. До полной готовности у меня курица в самом начале была 2 килограмма. 2-килограммовая курица примерно запекает час, час 15, час 20. Я ее поставлю, обязательно все равно воткну в нее термометр и вам скажу, сколько у меня именно вот в таком состоянии запекалась 2-килограммовая курица. За 10 минут до конца приготовления вот, я добавлю кускус и добавлю хурму для гарнира. Но сейчас вы дальше все увидите. Отправляю в духовку. Итак, румяная, красивая, с румяной корочкой курочка получилась у меня полная прожарка до 75 градусов за 1 час 20 минут. Кускус я положил, вот как он у меня был, вот лежал уже припаренный. Он, конечно, немножко склеился. Я его оживил и немножечко добавил водички, потому что курица мало пустила бульона. Вот, немножечко добавил водички и положил примерно за 10-12 минут. Он у меня лежал рядом с курицей и допекался. И положил хурму вокруг. Вот такая вот, даже праздничная курочка у меня получилась. Так что я думаю, вы возьмете себе на заметку. И самое главное, вы возьмете сам процесс вот этого обворачивания. Если вы будете делать ее не в таком маринаде, а в традиционном, это там чеснок, перец сверху обмазать с маслицем, вот, то она будет более такая вот с резкими вот этими вот дольками апельсиновыми такими. Но, конечно, в этом маринаде она получается очень вкусная и очень сочная. Я же ведь должен ее разрезать, правильно? Вот. И для вас, чтобы показать, какая именно красота получается там, резать ее очень удобно. Просто прорезаем до дна. Вот так. Положить вот такую вот дольку вкусной, сочной курицы. Положу себе кускус. Положу себе дольку хурмы. Он смешался с соком курочки. Так что осталось, ребята, попробовать. Я так понимаю, что мне удалось взять кусочек грудинки. Вот эта вот часть. Поэтому я, наверное, с нее и начну. Нежнейшая. Ваше здоровье, господа. Хочу показать вам сочность. Ну, конечно, такой красоты, как по вкусу, я вам не передам.
Кускус. Угу. И сейчас все вместе. Курочку. Кускус. Угу. Я думал, будет преобладать чеснок, но чеснок не преобладает. Больше получается, конечно, такая вот именно праздничная нотка от сладости хурмы. Правда, ребята, ну, можно сказать, такой шикарный маринадик. Я не буду больше абстрагироваться на вкусе. Я хотел, в принципе, самое главное, показать вам именно модель, как выбрать кости и как сделать из курочки апельсинку. Так что, если, ребятки, вам зашло мое видео, ну, поблагодарите хотя бы подписочкой и лайком. Но если нет, тогда дизлайком и каким-нибудь комментарием. А можно и все вместе. До новых встреч, ребятки. Я вам еще к Новому году выложу еще красивых, вкусных блюд. Обещаю. 100%. Вот. И если вы нажмете колокольчик, вы первыми всегда узнаете об этих видосах. Приятного вам аппетита всегда, вкусных блюд, здоровья!